Ребята, привет! Сегодня мы снова красим корни. Давайте разбираться, что мы имеем. Натуральные корни примерно 2 сантиметра отросли. И это у нас с вами, я так думаю, 8,1. Да, 8,1. И длина примерно 12,0. То есть хорошо осветленные волосы нейтрального цвета. Это регулярное окрашивание, и тонировать длину в данном случае нам совершенно не нужно, потому что данная клиентка приходит красить только отросшие корни. Так как это достаточно светлая база, мы будем работать красителями Blond Me. Вы знаете, что при осветлении всегда мы видим фон осветления, то есть желтые пигменты. Поэтому за основу, как основной краситель, я беру L-лед с легким охлаждающим антижелтым эффектом. Но зная особенности пигментации этих волос, я вам скажу, что если мы возьмем L-лед в чистом виде, он будет очень холодный. А нам холодный не нужен, поэтому мы в эту рецептуру будем добавлять второй краситель L-песок. Мы уже окрашивали эти волосы только прикорневую зону несколько лет. Вы видите, что границ никаких нет. И когда вы делаете один и тот же четкий рецепт, перпендикулярных полос и не будет. И рецепт, которым мы пользуемся постоянно, записан в моей записной книжке. Это 30 грамм льда и 30 грамм песка, то есть 1 к 1. Как все осветляющие красители, этот краситель тоже работает с 12-9% окислителем. И для нас не будет никакой разницы, какой мы возьмем окислитель. На 9% мы посидим подольше, а на 12% поменьше. Так как я наношу краситель очень быстро, то есть минут 7-10, то я возьму 12% окислитель, чтобы быстрее все сработало. Пропорция смешивания красителя и окислителя всегда указана на упаковке красителей Schwarzkopf Professional. Это 1 к 1 в данном случае. Ну что, красители выбраны, приступаем к окрашиванию. Ну вот вы видите, после окрашивания волосы у корней точно такого же цвета, как по длине. Тонировать по длине нам не нужно, потому что цвет совпадает и цвет устраивает нашу клиентку. Волосы блестящие, красивые, сильные, и мы счастливы. Ну вот видите, в обычной салонной работе чаще всего я крашу всего лишь прикорневую зону, и этого достаточно моим клиентам. Спасибо.